С момента выхода «Звездных войн» эпизод 9 в 2019 году я не видел полнометражных фильмов франшизы в кинотеатрах. Прошло почти 7 лет, и вот в 26 году выходит новый фильм «Мандалорец и Грогу». Я очень ждал этой премьеры, потому что истории про Мандалорца и малыша Йоду мне всегда нравились. Хотя официально Грогу, его настоящее имя, я до сих пор называю его малыш Йода, потому что именно так он для меня остается культовым персонажем. Я посмотрел первые 2 сезона Мандалорца, а третий оставил, думая, что пока хватит. И уже первые 15 минут фильма убедили меня, почему их показывали на CinemaCon дважды. Начало буквально захватывает. Темная фигура Мандалорца движется скрытно по коридорам. Вокруг у него напряженная тишина, и каждый выстрел точен. Противники падают один за другим. И в этот момент я реально испытал эффект присутствия. Сравнение с Джоном Уиком здесь полностью оправдано. Мандалорец выглядит настоящим ангелом смерти для Империи. Мне особенно понравилось, как эти первые минуты создают ощущение остроты и опасности. Но когда сюжет продолжил разворачиваться, я заметил, что фильм теряет динамику. Первые минуты задают высокий темп, а дальше история начинает уходить в разные стороны. На экране появляется текст, объясняющий, что империя разгромлена, а новая республика пытается восстановить порядок. Мандалорец должен найти информатора, чтобы узнать, какие планы строит империя. И вот здесь фильм неожиданно переключается на конфликт с хаттами. Это создает ощущение, что я смотрю 2 аркадных эпизода сериала «Мандалорец», склеенных на большом экране. Первая половина фильма мне понравилась больше. Там есть сцены с колодой карт, которой владеет персонаж Сигурни Уивер. Каждая карта обозначает цель для Мандалорца. Мне это напомнило видеоигру «Наемники» для PS2 от LucasArts. Иногда кажется, что сюжет фильма почти игровой. Выбираешь цель, выполняешь миссию, переходишь к следующей. Вторая половина шла медленнее, и для меня сцены с космическими слизнями, которыми правят криминальные боссы, выглядели второстепенными. Даже CGI-хатты, которые визуально очень впечатляющие, ощущались как побочные квесты. Основной сюжет терял концепцию, и я начинал терять интерес. Грогу играет заметную роль, но его поведение и способности мне показались непоследовательными. В одних сценах он демонстрирует силу и самостоятельность, в других ведет себя как маленький ребенок, случайно нажимая кнопки в кокпите. Иногда он эффектно использует силу, а иногда упускает очевидные решения. Например, чтобы открыть двери или обезвредить опасные объекты. Это создает напряжение, но одновременно ощущается как удобство для сценария. Я понимаю, что фильм рассчитан на детей, но взрослым он может показаться растянутым и предсказуемым. Мне также понравились детали боевых сцен. Каждый поединок Мандалорца с врагами продуман, а его мастерство с оружием действительно впечатляет. Визуальные эффекты варьируются, часть CGI выглядит отлично, а отдельные кадры ближе к телевизионному уровню. Были моменты, которые казались недоработанными, что слегка отвлекало. Несмотря на это, отдельные сцены меня действительно впечатлили. Например, взаимодействие Мандалорца и Грогу. Иногда мне казалось, что Грогу ведет себя как маленький подросток с непредсказуемым характером, иногда как ребенок, иногда как самостоятельный юный герой. Это делает его персонаж живым и интересным для наблюдателя. Маркетинг фильма был довольно тихим. Обычно выход нового фильма «Звездных войн» — это событие, ощущаемое за месяц до премьеры. Здесь я буквально на прошлой неделе понял, точно скоро выходит новый фильм. И тогда я задумался, насколько мне еще интересна эта формула. Мандалорец сражается с CGI-монстрами снова и снова, и половина фильма уходит на эти повторяющиеся сцены. Но были и моменты, которые меня по-настоящему порадовали. Сцены с Сигурни Уивер, динамика между Мандалорцем и Грогу, отдельные экшн-сцены — все это оставило положительное впечатление. В целом Мандалорец и Грогу больше ощущается как расширение сериала, чем как самостоятельный фильм. Он безопасный и зрелищный, но не оставляет сильного послевкусия, особенно для тех, кто давно следит за франшизой. Если честно, я несколько раз ловил себя на мысли,
что фильм немного растянут, множество сцен сражений с CGI-монстрами повторяются, и зритель начинает привыкать к формуле. С другой стороны, для детей и фанатов сериала фильм все равно будет увлекательным, потому что персонажи узнаваемые, а мир Звездных войн живой и детализированный. Итак, это были мои впечатления от фильма «Мандалорец и Грогу». Скажу честно, фильм оставляет смешанные чувства. Есть яркие моменты и динамичные сцены, но в целом он больше дополняет сериал, чем создает самостоятельное приключение. А как вам фильм? Напишите в комментариях. Что вы думаете о Мандалорце и Грогу? Какая ваша любимая история из вселенной Звездных войн? И какой фильм или сериал вы бы хотели обсудить следующим? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые обзоры.